Каково жить в маленькой японской квартире? Как выглядит комната в 4 квадратных метра? Низкие потолки, тесная ванна. Все это и многое другое в сегодняшнем моем видео. Здорово, хлопцы! Привет, девчата! С вами снова Пых, и сегодня я возвращаюсь к обычным нормальным, можно сказать, нормальным видео на YouTube. То есть длинные видео в 8, 10, 12, порой может быть даже в 20 минут и больше. Я буду продолжать также делать короткие видео, так называемые коротыши, они из shorts, но при этом, наверное, вернусь к прежнему графику, постараюсь выкладывать хотя бы раз в неделю одно обыкновенное длинное видео и, наверное, несколько коротких видео также в неделю выкладывать и показывать вам. Итак, дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами об японских квартирах, о знаменитых маленьких японских квартирах, которые являются, по сути, типовыми квартирами, да, в Японии. Объясняется их наличие, с одной стороны, тем, что не у всех финансовое положение в Японии довольно-таки хорошее, с другой стороны, это удобство для так называемых синшаин, то есть для молодых сотрудников, и для студентов вузов, институтов и других прочих заведений в Японии. Я считаю, что маленькие квартиры как были, так и есть, так и долгое время еще будут оставаться в Японии, ну, потому что это просто-напросто удобно, ну, и, с другой стороны, очень даже дешево. Сегодня я вам покажу две квартиры, две разные планировки. Две маленькие квартиры в Японии. Это район Нишифунабаши, довольно-таки, кстати, популярный район среди студентов. И представь себе здание, да, 13-этажное здание с коридором открытого типа. Вы поднимаетесь по лестнице и непосредственно коридор, где выстроено 15 квартир. Вот именно в таком коридоре две разные планировочки я вам сегодня и покажу. Всем привет, дорогие друзья! Ну что, показываю вам еще раз пример маленькой японской квартирки. Сегодня покажу вам две разные планировочки. Ну вот, как видите, комнатка совсем такая небольшая, да? Давайте я вам покажу шкафчики. Вот, как видите, да? Шкафчики такие. Маленькое такое место, да. Вот комната, как видите, кондиционер, балкон. Тут, я думаю, по идее, где-то около 4-5 квадратных метров, наверное, даже может меньше. Домофон. И вот маленькая кухня, как видите, да, раковина, две комфорочки, вытяжка, еще одни шкафчики. Здесь, по идее, это место для холодильника. Вот место для стиральной машинки. Ну и здесь туалет и ванная. К сожалению, свет сейчас не работает здесь, да, не подключен еще. Поэтому не покажу. Вот раковина и, собственно, ванна, конечно. Ванна небольшая, к сожалению. Еще раз напоминаю, что это типовые квартиры. По идее, для работников фирмы, да, для студентов. То есть здесь, в принципе, то есть, как видите, да, такой квартирки, это, ну, вот здесь положить, если, да, кровать или постелить футон, то останется только место для телевизора, ну, для тумбочки и все. То есть, по идее, здесь только прийти, если поспать, покушать и опять на работу или на учебу. Ну и тут еще, видите, да, в прихожей тоже есть шкафчики. Счетчик. Шкафчик для обуви. В принципе, вот такая вот, да, квартирочка. Ну что, дорогие друзья, как вам первая квартирка? Симпатичная или нет? Пишите в комментариях, что вы думаете о данной планировке. На мой взгляд, наверное, по сравнению с Европой, с Америкой, это, наверное, да, такая коробочка маленькая. Но японцам нравится, потому что это, во-первых, дешево и это удобно, потому что такие квартиры можно найти, в принципе, по всей Японии. Далее я вам покажу еще одну квартирку. Планировка, на мой взгляд, более симпатичная, чем первый вариант. А вы, опять-таки, в комментариях пишите, какая вам больше понравилась, первая или вторая квартира. Так, друзья, еще одна квартира, другая планировка. Вот балкон, как вы видите, да. Снова кондиционер. Давайте покажу вам полностью, что вы видели. Вот примерно вот такая, что уже 5,4, наверное, около 5 квадратных метров, я думаю, хотя, правда, поменьше, мне кажется. Так, вот здесь кухня. Опять две комфорки, раковина, шкафчики, вытяжка. Ну, шкафчик, как вы видите, да, в прошлое то же самое. Видите, да, то есть небольшие такие. Внизу тоже есть.
Здесь вот видите, это место для холодильника, по идее. Потолки, как вы можете видеть, небольшие. В принципе, я почти дотягиваюсь до руки, поэтому здесь не так уж и высоко. Опять шкафчики, да. Как вы заметили, наверное, предыдущий, то что-то немножко по-другому, конечно, да. Просторно поменьше, мне кажется. Прихожая, здесь тоже, видите, шкафчики, да. Ну и туалет и ванная. Здесь вот, туалет здесь посветлее, да, комната получше видно. И ванная, да. Вообще, что касаемо ванны, например, то место, где я сейчас живу, там все-таки побольше ванны. Здесь она поменьше. И да, наверное, мне будет, если, например, я буду жить здесь, если бы я жил здесь, да, скажем так, то мне было бы тесновато. Это опять-таки еще вспоминаю пример типичной японской маленькой квартирки для студентов, для тех, кому, например, приятно жить близко к работе, или, например, тех, кто только начал работать и не хотят много тратить времени на поиск жилья, и им, в принципе, достаточно. Хотя, правда, бывают фирмы, которые оплачивают такое жилье, например, да, порядка 6-7 тысяч йен, и тем самым обеспечивают жильем своих сотрудников. Хлопцы, девчата, ну что я могу сказать, как вам понравилось или нет, пишите опять-таки в комментариях свое мнение. От себя хочу добавить только то, что, несмотря на то, что в большинстве случаев такие квартиры в сдаче в аренду, они довольно-таки дешевые, есть случаи, когда такие квартиры, цена за аренду достигает довольно-таки таких больших высот. В частности, могу вам сказать, это центр Токио, недавно мы закончили 5-этажный дом, центр Токио, и цена за подобную квартирку, аренда, это 180 тысяч йен, приблизительно $1700 США. Почему такая стоимость? Во-первых, объясняется это близость станции метро. В данном случае станция метро прямо перед носом, да, буквально с балкона можно достать рукой до станции метро. С другой стороны, еще одна станция метро, другая линия в 2 минутах ходьбы от дома. Далее, опять-таки, центр Токио, соответственно, цена довольно-таки существенная. И еще один фактор – это наличие большого количества фирм в округе. Соответственно, допустим, если вы найдете работу в фирме, которая рядом, проще будет добираться до работы, опять-таки, транспортные расходы будут, можно сказать, нулевые. Поэтому и такая цена. Но таких квартир лично я встречаю довольно-таки редко. В основном за такую сумму то уже можно просто взять, да, ипотеку и купить свою квартиру. Потому что ипотека в среднем, если говорить по месячной оплате, если вы возьмете порядка 100 тысяч йен в месяц, а то и меньше. Поэтому, конечно, снимайте за 180 тысяч йен такую вот маленькую квартирку, да, подобие, как я вам показал в видео, это, конечно же, ну, не знаю, не по мне, конечно, может, кто-то снимает, я бы, конечно, не стал это делать. На сегодня, дорогие друзья, все. Желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи. Пока.